Итак, друзья, сегодня у нас интересная тема – постройка египетских пирамид. Сегодня мы поговорим о том, как строились пирамиды, какая была энергетика у тех людей, и как и у рабов, так и у надсмотрщиков, так и у фараонов, для которых эти пирамиды строились. Ну что ж, будем разбираться, смотрим, не забываем поставить лайк, подписаться на наш канал и поделиться этим видео. Поехали! Друзья, всем привет, Эрнст, здравствуйте, и сегодня мы попробуем разобраться, как верно сказал Эрнст, в пирамидах. И еще мне очень интересно, какова энергетика сегодняшних пирамид, потому что некоторые говорят, особенно те, кто вошли внутрь, а в последнее время стали впускать внутрь пирамиды, и есть фотографии изнутри пирамиды, всех вот этих вот комнат, что энергетика там жуткая, дьявольская, что там кто долго остается в этом месте, потом, не знаю, болеют, умирают, и это как продолжение истории постройки пирамид, я думаю, будет очень интересно разобрать, чтобы, хотя бы для себя просто понять во время очередного путешествия в Египет, а стоит ли идти внутрь, потому что, да, это стоит определенных денег, и, в принципе, зазывают, но по отзывам очень мало кто соглашается. Так что сегодня будем разбираться во всем этом. Эрнст, вы готовы? Я готов. Единственное, к моему великому сожалению и стыду, я никогда не был в пирамидах, в самих пирамидах. Поэтому, да и как и в Египте самом. Поэтому, наверное, все-таки после этой передачи, если мы наберем 1 000 000 лайков или просмотров, хотя бы просмотров, обязательно мы можем поехать вместе с Данилой и снять выпуск вот прямо лайв с камерой внутри. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы все-таки попали вовнутрь и рассказали вам немного больше, сделайте так, чтобы это видео набрало 1 000 000 просмотров, мы обязательно с Данилой поедем и сделаем обзор уже изнутри пирамиды. А сейчас просто теория. Эрнст, ну что ж, я сейчас вам вышлю, как обычно, подборку. Эрнст, как всегда, не видел. То есть, да, мы делаем всегда вот такой эксперимент, в котором Эрнст принимает непосредственное участие только в самом, вот уже непосредственно, да, в самих съемках. Я высылаю фотографии. Это подборка фотографий изнутри пирамид, там и снаружи, и изнутри. И попробуем сейчас ответить, я думаю, на 3 вопроса. Эрнст, смотрите. Вопрос первый. Как пирамиды строились? Вопрос второй. Какова была энергетика строителей? И вопрос третий. Какова энергетика пирамид? Как думаете, справимся? Я думаю, справимся. Тем более на первый вопрос у меня уже есть ответ. Мы его знают все люди в клане. А на второй, на третий будем вместе с вами докапываться до истины. Строительство пирамид. Существует доказанная теория, по крайней мере в закрытых организациях, что во время строительства пирамиды были задействованы техники телекинеза. По-другому просто некоторые огромные блоки было не поднять. Причем работали очень сильные мастера, но насколько мне известно, что в принципе не является хорошим тоном в телекинезе, там была задействована энергия рабов. То есть для того, чтобы определенные мастера могли использовать настолько мощный телекинез, была задействована жизненная энергия вот тех самых рабов, которые находились рядом. Это уже, знаете, такое немножко бесчеловечное отношение, но это факт. По-другому некоторые блоки, некоторые монолиты было просто не сдвинуть, не поднять. Поэтому сегодня вот вы узнаете те факты, которые долгие годы скрывались. Естественно, посвященные знали об этом. Конечно же, проводилось строительство и обыкновенными методами, с помощью рычагов. В тот момент уже был открыт рычаг Архимедом, и все, соответственно, знали, как можно удлинить рычаг и, соответственно, уменьшить силу нажатия. Но при этом использовались также ситхи, сильные ситхи, которые на данный момент не используются. То есть мы не используем те ситхи, которые могут, скажем так, вытягивать энергию из других. Если работает ситха, она работает только лишь на своей энергии. Знаете, это схоже на то, если у вас закончился бензин, вы едете на заправку, не сливаете у других машин, правильно? Точно так же и здесь. Поэтому
здесь нет ничего достойного уважения, но факт остается фактом. Эрс, а выходит, что сила использовалась прямо под ноль, то есть до смерти человека, или Нет, как? нет, но она использовалась, насколько мне известно, опять-таки не из первоисточников, конечно, это переходила, скажем так, такая легенда, которая говорит, что в Египте были очень сильные мастера, и на некоторых пергаментах это даже заметно, там есть определенные упоминания о передвижении и о том, что изначально нужно набрать энергию. И интересен тот факт, что показывает непосредственно такую иерархию, то есть пару человек и над ними человек, который двигает. Если вы найдете этот кусочек, сейчас я его не найду, но он есть. И это и есть объяснение к тому, что они набирали энергию, насасывали энергию из простых смертных, из тех, кто, ну скажем, был подвластен или поддавался легко энергетическому вампиризму, и дальше уже они могли это делать. Сейчас это крайне считается неправильно и запрещено вообще во всех сверхспособностях. То есть нам запрещено набирать энергию из других людей, поэтому на данный момент это было бы абсолютно непрактикуемо, а на тот момент это было единственным, наверное, решением, потому что тогда жизнь человеческие не считались, ни во что не ставились, и главная была цель, а средства были всегда оправданы. Эрс, а вот немножко отойдем в сторону, но я думаю, это будет интересно зрителям, потому что оно так сильно перекликается. А вот если взять, мы с вами часто говорим про кланы, да, но это в основном иллюминаты, масоны и же с ними. А если взять сатанистские кланы, коих в Соединенных Штатах, к примеру, я знаю, в последнее время как-то их стало больше, чем раньше, они обладают какими-то способностями? И если да, используют ли они как раз вот эти вот техники на качки, там, вот эти запрещенные техники? Наверняка используют, но они не применяют их в сверхспособностях. По крайней мере, вот в таких показательных сверхспособностях они их просто не знают, у них они не получаются в полной мере. Поэтому, но то, что вампиризм существует в сатанинских сектах, это абсолютная правда, и это работает, и именно на этом, наверное, все и основано. Потому что, скажем так, здесь проще забрать у кого-то, нежели создать самому. И это нормальная практика в таких кланах. Я знаю, да, это существует, поэтому гордиться здесь особо нечем. Вот. И, может быть, знаете, поэтому эти секты считаются запрещенными, и их пытаются все-таки законными методами закрывать. Поэтому долго они не живут, по крайней мере, в государстве, в котором действуют законы, их пытаются законными методами как-то прикрывать. Эрс, а вот в одном из видео вы говорили, что использовался не прям вот непосредственно телекинез, а когда мы говорили, да, про эту тему, а использовалась ситха суперсилы, вы ее назвали вот так вот. Это какой-то вид телекинеза или что? Что это такое вообще? Объясню, как все было. На тот момент я просто не очень хотел объяснять вот саму структуру, которая существует, потому что сам по себе телекинез это именно, как я уже объясняю на своих курсах, это заряжение энергии, это создание внутренней энергии с помощью чакр, и это, соответственно, выход этой энергии на какой-то предмет. В плане, точнее вот в этом ключе, который мы видим сейчас, это не является четким телекинезом. То есть здесь не было, знаете, вот такого поднятия бесконтактного. То есть контакт был, но при этом уменьшался вес, точнее не уменьшался вес, а усиливалась сила, то есть сила человека становилась прямо в сотни раз сильнее. И это не был в прямом смысле телекинез, как мы его видим, то есть это не было бесконтактное движение предмета, да. Но опять-таки вот в этом ключе используются эти сатанистские техники, которые, скажем так, запрещены в нормальных ситхах. Поэтому тогда я не сказал, что это был телекинез, потому что это называется нечто иное. То есть, если бы вы на это смотрели вот живыми глазами, вы бы не поняли, что это телекинез, потому что предмет все-таки поднимается касанием, но он теряет свою массу, и человек очень усиливает свою силу. То есть там, скажем так, если бы обыкновенный блок нужно было бы задействовать 30, 40, 50 человек, то на это можно задействовать 2-3 человека, которые поднимали их.
те действительно жрецы, которые могли вытягивать энергию и закачивать ее в себя и, соответственно, усиливать, то есть делать вот такую ситху суперсилы. То есть вот абсолютно без контакта не было, чтобы вы понимали. Да, я понял. Ну, то есть, грубо говоря, они не левитировали по воздуху эти куски Да. камней, да. Я понял. Эрст, а тогда перейдем ко второму вопросу. Какова энергетика вот тех ребят и вообще того общества, которое строило пирамиды? То есть, судя по вашим историям, это получается какой-то сатанистский средневековый, даже не средневековый, сатанистский вот этот вот древний Египет еще до христианства. Это так или не так? Это совершенно так. Энергия была дико неприятная, то есть энергия очень приземленная, энергия камней. Ну, если вы понимаете, это очень низкая энергия с очень низкими вибрациями, которая, в принципе, больше, знаете, у нее такая двубитность, точнее, однобитность, да, да, нет, то есть жизнь или смерть. То есть, если ты не сделал, ты умираешь, если ты сделал, ты выживаешь. И, соответственно, энергия вот строительства всех этих пирамид, она сама по себе очень плохая, вибрации там невероятно плохие. И если честно, я вообще не совсем понимаю, что притягивает людей в это место. На самом деле, не случайно они построены в таком недоступном месте. То есть человек туда нормальный просто так не дойдет, не доберется, если только там без какого-то транспорта. Это вам не какой-то оазис, на который можно добраться, скажем так, и остаться там и долго быть. То есть, по сути, люди там находятся по полчаса, по часу, и им становится плохо не только от, скажем так, солнца, от жары, но и вообще энергетика там такая, знаете, приземленная, с очень низкой вибрацией. Поэтому, ну откуда она взялась? Она взялась именно вот от этой цели, что нужно было строить невероятно быстро, нужно было строить любой ценой, человеческие жизни вообще не считались ни с чем, то есть можно было уничтожить там тысячи, люди умирали там просто тысячами, могли в день там умирать пару сотен, это абсолютно никого никаким образом не смущало. Поэтому, скажем так, эти все храмы, они выстроены на крови и костях. Как бы здесь нет абсолютно ничего святого, здесь нет абсолютно ничего, знаете, такого, скажем так, мистика здесь очень сильно пахнет, но вот абсолютно вот какой-то там святости, какой-то доброй энергии, хорошей, не ожидает от этого места. Поэтому если вы поедете и вы все-таки имеете какое-то отношение к тонкому миру, к эзотерическому миру, вы сразу же почувствуете ощущение, как будто на вас лежит какая-то плита. Некая плита уже, подойдя, ну, примерно 100-150 метров к этому месту, вы ощутите это давление. И оно давит. Чем вы больше заходите, чем вы ближе заходите к самому центру, к эпицентру гробницы, тем сильнее это давит. Почему мы частенько видим радостные лица вот, у людей, которые там происходят, которые там, вернее, ходят? Это люди, которые не особо зацикливаются на внутренних ощущениях. И им кажется, что все нормально. Они расплачиваются потом, через пару дней, недель, месяцев. Потому что человек, который умеет очень хорошо защищать свое тонкое тело, свое биополе, свою ауру, он замечает такие вещи, и что в этом случае нужно делать? Убегать, уходить оттуда. То есть мы, в принципе, либо получаем, либо уходим. И если вы действительно эзотерик, вы почувствуете это и не пойдете вовнутрь. Люди, которые далеки от эзотерического мира, они считают, что с ними ничего не произойдет. Но на самом деле это не так. Если вы даже никогда не слышали про электричество, но засунете палец в розетку, вас точно так же шибанет током, как профессора по физике или какого-нибудь профессионального электрика. Поэтому эти люди, которые туда попадают, которые заходят, которые находятся долго, они потом расплачиваются на физическом уровне, потому что их тонкое тело очень сильно съедается энергетически. И дальше человек уже начинает, скажем так, восстанавливать его с помощью своей физики, начинаются там проблемы со здоровьем, с психикой. Это уже доказано, поэтому я не рекомендовал бы людям, по крайней мере, если вы хотите полюбоваться этим чудом света, одним из 7 чудес света, да, посмотрите, но посмотрите издали. А заходить вовнутрь я бы уж точно не рекомендовал. Эраст, а вот мы с вами говорим, я параллельно открыл фотографии пока что внешней части пирамид и используя свои навыки, они безусловно не такие мощные, как ваши, но вот
откройте фотографии внешней части. У меня такое впечатление, вот особенно вот фотография, где 3 пирамиды на фоне синего неба, да, стоят самое первое. У меня такое впечатление, что, по крайней мере, вот внешняя часть, сам вот этот вот образ внешней части, он как будто бы попал, что ли, под влияние некого современного эгрегора, вот этого вот там, да, там, о, пирамиды, о, чудо света, о, съездить посмотреть, и как будто бы на них сверху лежит уже отчасти некая вот такая вот печать современного времени. Мы сейчас еще не говорим про внутреннюю часть, но вот на внешней части пирамид у меня такое ощущение, что человечество своим просто вот этим вот коллективным сознанием вот этот образ пирамид облагородил, сделал их более, как бы, менее вот этими вот, да, как это правильно сформулировать, ну, в общем, да, менее опасными, чем они были в древности, как вам кажется? Есть такое дело, есть человеческий эгрегор, он тоже, вот именно, знаете, такое восхищение и создание некого чуда из ничего, в принципе. Это есть определенная защита, и да, возможно, поэтому это притягивает так людей, но опять-таки люди, которые заходят вовнутрь, они полностью не защищены от этого эгрегора, потому что он обычно только лишь сверху. Почему? Потому что мало кто был внутри, и в основном вот это вот внешний вид, да, он, как вы правильно сказали, он в некой ампуле, в некой капсуле вот этого эгрегора, который притягивает людей. То есть, если бы, например, это было бы абсолютно никому неведомое место, и люди бы первый раз к нему пришли, они бы ощутили очень сильную негативную энергию. Вот. А в данном случае, да, вы совершенно верно, они как-то уже, знаете, так немножечко ее ограждают от этого своими мыслями. И в принципе это даже заметно, но на самом деле вот верблюды, они, как бы, мне кажется, не очень ощущают эту энергию, хотя животные, в принципе, должны ощущать. Вот мне интересно, как себя ведут коты. Коты очень сильно ощущают энергию, позитивную, негативную. Вот мне интересно, как себя ведут коты внутри этой пещеры. Если у вас есть какая-нибудь информация, дайте мне ее. У меня, к сожалению, нету, но подписчики, обращаемся к вам. Если у вас есть, напишите, пожалуйста, по ссылке под этим видео. Если кто-то когда-то экспериментировал с котами, или, может быть, там живут коты где-то возле пирамид, как они относятся к пирамидам. Это будет крайне интересно. Эрнст, ну что ж, давайте теперь заглянем внутрь, посмотрим, что же внутри. Вы уже предполагали, да, говорили, что там будет не все хорошо. Давайте посмотрим, есть некоторые фотографии, как я говорил на старте, от тех немногих, кто все-таки согласился зайти внутрь пирамид. Это в последние годы стало такой, да, новой туристической достопримечательностью Египта. Не просто посмотреть извне, но и зайти внутрь. Так что сейчас вы увидите несколько вот этих фотографий на своих экранах. А давайте я вас сейчас спрошу, как вы ощущаете? Особенно вот возле этой гробницы, где находится девушка. Да, и парень стоит, да? Да. Как вот вы ощущаете эту энергию? Какая она? Нет, давайте мы сделаем так. Вот само по себе ощущение, знаете, это еще зависит от внешних факторов. У энергии есть всегда вектор. Вектор вверх, вектор вниз. Куда вы ощущаете вектор? Вверх или вниз? Движение этой энергии. Интересный вопрос. Я вот по векторам никогда не разбирал энергию, но она как будто бы оттягивает силу. То есть, если она оттягивает куда? Вниз или оттягивает вверх? Не вверх, мне кажется, скорее. Она идет вниз. Скорее вниз. Вниз идет, да. Совершенно Я прав? Верно. Да, совершенно верно. Это действительно то место, которое забирает силу, забирает энергию. Не силу. Мы не можем говорить про силу, он действительно забирает энергию. Но она не делает это молниеносно. То есть люди, которые там работают долго, они ощущают довольно-таки сильные потери, они ощущают плохой сон, плохой аппетит, головокружение. Они это, скажем так, аргументируют тем, что, возможно, внутри находится какой-то там трупный яд, который тоже в случае диффузии там с воздухом каким-то образом притравливает немного человека, но это не самое главное. Самое главное это то,
та цель, для чего они были построены, и сколько было в этом эгрегоре уничтожено людей. И вот эти все кости, которые там были, они очень сильно затягивают теперь энергию. Поэтому, находясь внутри, будьте осторожны. Будьте осторожны, и если вы все-таки решили попасть туда, знайте, что, конечно, заходить, например, там на 20, на 30 минут, вам ничего, это, скажем так, плохого сразу же не сделает. Но вы будете чувствовать некий отток энергии. Когда у вас начнется легкое головокружение, не пытайтесь это дело заглушить там питьем воды или еще чем-то, просто выходите. Выходите, и это не дело в свежем воздухе, видите, там стоят вентиляционные какие-то приборы, да, это именно дело в утечке энергии. Поэтому просто покидайте это место, отходите от него метров на 100-150, и все будет опять-таки возвращаться в нормальное русло. Но для тех, кто вынужден там находиться долго, к сожалению, уже ничего не поделаешь. Вам придется смириться с регулярной утерей энергии, как следствие какие-то болезни на физическом уровне. А вот у меня сейчас тогда возник вопрос. Смотрите, форма пирамиды, она же, наверное, не зря была выбрана. То есть, да, форма пирамиды, вообще в целом пирамида, она либо передает, либо принимает. Вот в данном контексте, по всей видимости, она принимает. То есть, да, потому что некоторые эзотерики говорят, что там она наоборот благость распространяет на всю планету. По всей видимости, она наоборот затягивает в себя эту самую, энергию, да, из окружающего пространства. Совершенно верно. И я не совсем знаю устройство пирамид, но мне кажется, что непосредственно под центром, прямо в центре луче, который проходит от вершины прямо к центру основания, находится гробница фараона. Я прав или нет по структуре? Давайте мы сейчас с вами посмотрим. Тут была приложена картинка, была приложена карта. К сожалению, не египтолог, не пирамидолог, если есть такие. Да, практически в центре, чуть-чуть правее, чуть-чуть левее. Если вот вы сейчас откроете, вот тоже, я вам ссылочка, там есть схемка. Причем там, смотрите, там в подробностях прорисовано все каналы, галереи и так далее. Угу. Палата короля. Ну, не короля, а фараона. Фараона. И внизу палата королевы. Причем соединено, да, вот этими галереями, каналами какими-то. Да, вижу. Угу. И так далее. И в том числе, видите, до сих пор они ищут, потому что вот, например, робот где-то там, он сбоку какую-то еще дверь обнаружил, что-то там еще где-то они находят. То есть раскопки пирамиды, по сути говоря, продолжают вестись. Возможно, еще под пирамидой. Кстати, обратите внимание, под пирамидой есть внизу так называемая подземная палата, которая прям четко вообще по центру. Ну вот в основном, да, все палаты, они расположены плюс-минус близко к центру. Ну, скажу так, здесь использовалось, как сказать, так что никого не обидеть покойных фараонов, затягивалось две энергии вверх. Энергия солнца сверху вниз и энергия золота снизу вверх. Для тех, кто очень любит золото и умеет правильно копать, ищите под пирамидой. Там очень много зарыто золота. Но оно зарыто довольно глубоко, поэтому туда я сейчас не шучу. Не пустит, да, но мало ли, возможно, повезет. То есть здесь используются две энергии. Энергия золотого света снизу, энергия золотого света сверху. Она сходилась на фараоне. Но это другая энергия, о которой я говорю. Это энергия, которую жрецы выдавали, скажем так, для перерождения следователей. То есть была такая теория, что если на фараона светит два луча, сверху и снизу золотых, он переродится в нового фараона. То есть уже тогда существовала теория о перерождении, о реинкарнации. Для этого нужно было два луча, верхний и нижний луч. Поэтому под низом тоже находится золотое свечение. Знайте это. И у кого есть хорошие лопаты, вы можете там хорошо покопать. Только, конечно же, не забывайте, что за это очень большие сроки. Египетские тюрьмы, они отнюдь неудобны для длительного времяпрепровождения, поэтому все-таки будьте осторожны. Но там очень много золота, это просто ощущается. Поэтому вот как-то так. А мы сейчас все-таки говорим о той энергии, которая была отнята у людей, и которая составляет этот негативный эгрегор, который
затянулся в самом процессе, потому что, как по мне, их строили, порядка 70-80 лет, то есть сама пирамида, она довольно долго строилась. Я прав или нет? Потому что я не совсем знаю историю пирамид. Я тоже не знаю историю, но я знаю, что они строились, достаточно какое-то время. Мы можем открыть Википедию прямо сейчас, если хотите, и прочитать, сколько что пишет Википедия. Википедия пирамиды. А пока я открываю, Эрнст, может ли быть вот такое, что она в целом, эта пирамида, затягивает энергию окружающего пространства, окружающего, в каких-то тысячах километрах или сотен километров на себя, как воронкой? Совершенно верно, совершенно верно. Вообще, на самом деле, чтобы вы понимали, пирамида — это портал в следующий мир. То есть вот так жрецы работали, пытались построить портал для души. Для того, чтобы они могли, то есть главная задача была оставить жить фараону. И после смерти фараон должен был своей душой переместиться в следующую жизнь, в следующий мир. Было предположение, что этот мир, он лучше, он выше, он сильнее, и если похоронить вот именно так, это и будет, скажем так, той капсулой, которая перекинет его в соседний. То есть для этого сама пирамида должна была натягивать энергию. Поэтому вы совершенно верно, совершенно правы. Кстати, вот если человек находится непосредственно в самом центре, он ощущает некий прилив энергии. Потому что непосредственно в центре пирамиды туда сходится абсолютно вот вся энергия, которую вы хотите взять. Вот. В таком ключе. Эрнст, а может ли быть вот такое, что туристы, которые съезжаются к этой пирамиде и настолько притягиваются к ним, по сути, это влияние вот этой вот энергии по притяжению самой пирамиды? Нет. Я бы не сказал, на самом деле такие вещи, они сами по себе не поддерживают, не приветствуют другие энергии человеческие. То есть, по сути, по-хорошему, эту пирамиду закрывали, опечатывали, и в нее никто не должен был заходить. То, что так вот притягивает людей, это уже непосредственно вот эта оболочка эгрегора, о которой мы говорим. Да. А внутрь не было никаких идей никого пускать. То есть все опечатывалось, соответственно, фараон умирал, его жену или жен умерщвляли там всех слуг, тоже туда всех закидывали, весь транспорт живой, то есть, соответственно, там лошадей, еще были собаки, коты, всех умерщвляли и погружали туда, и, мол, идите в следующий мир. Вот на этом ключе. Но туда никого больше не впускали. Поэтому, вот так. Оно не рассчитано на то, чтобы туда впускать людей. Интересно, в Википедии пишет, что Геродот первый описал историю пирамид, и он говорил, что на строительство было занято 100 тысяч человек на протяжении 20 лет. Ну что ж, друзья, я считаю, что, в принципе, пирамиды, они на то и созданы, чтобы создавать некую таинственность, некую мистическую такую загадку. И если мы сейчас раскроем абсолютно все тайны, абсолютно все задумки того времени, это будет неинтересно. Поэтому я рекомендую вам все-таки увидеть это чудо света, но не приближаться к нему очень близко. Знаете, некоторыми вещами лучше любоваться издали, потому что если вы приблизитесь очень близко, вы перестанете видеть общую картину. А по поводу заходить вовнутрь, решать, конечно же, вам, но свое мнение я сказал, и если же, конечно, это было бы абсолютно мое решение, заходить или нет, я бы все-таки отказался. Ну а поскольку мы пообещали, что если мы наберем 1 000 000 просмотров на этом видео, мы поедем туда с Данилой, так уже быть, мы сдержим слово, но предварительно мы поставим себе правильную защиту, которая не даст нам отдать много энергии. Будем очень осторожными и надеюсь, что мы снимем для вас интересное видео. Решать вам. И напоследок, Эрнст, я все-таки немножечко задам вот этот самый главный вопрос, который вертится вокруг пирамид. Мы поняли, да, что они строились, их два, наверное, вопросов. Вопрос первый, для чего они строились, но вы уже на него ответили, то есть это для того, чтобы как-то проработать тему загробной жизни с фараонами, да? Совершенно верно, чтобы передать в следующую жизнь, то есть в параллельный, в следующий мир. У них не было, скажем так,
они не планировали перерождение, они планировали переход в следующий мир. Вот именно эта капсула, она была для того, чтобы перезапустить следующий мир. Работало это или нет, даже у многих представителей тайных кланов нет точной информации. То есть сумели ли они перейти в параллельный мир, но вот на тот момент это была такая, знаете, машина перехода между мирами. А зачем им нужно было переходить в параллельный мир? То есть чем им этот мир не устраивал, например? Продолжение, правление, продолжение, то есть усиление. Это, знаете, как колесо сансары. То есть мы вот сделали, наработали в этом и дальше перешли в следующий. То есть он, который лучше. Без потери. Без потери, наоборот, с приобретением. Я понял. Эрнст, ну и последний вопрос, опять же, на эту тему, который волнует всех. Все-таки вы считаете по вашему опыту, по вашим знаниям, потому что вы сейчас увидели пирамиды, это постройка фараонов, это не постройка атлантов, инопланетян, жрецов, лемурийцев, параллельных цивилизаций. Бесчисленное количество теорий на эту тему есть, что там пирамида много миллионов лет, их там какие-то старые цивилизации строили, которых уже давно нету, или что их пришельцы с Марса строили, или там, с какой-нибудь Альфа Центавры, все-таки это продукт фараонов. Как вы считаете? Если я имею право это сказать, я, наверное, все-таки скажу, а каждый будет решать для себя, во что он будет верить, а во что нет. Когда я опускаюсь в глубокую дельту и пытаюсь увидеть строительство пирамид, я вижу следующее. Я вижу людей примерно ростом 1,60 м, 1,70 м, и людей, которые становились в 2 раза больше. В 2 раза больше, и я полагаю, это такое видение, которое мне вот приходит, когда я погружаюсь в эгрегор пирамид. У меня такое чувство, что это и есть вот та самая ситха сверхсилы, которая в себя включала неким образом и телекинез. Но эти люди становились намного сильнее, мощнее, больше, практически в 2 раза больше. Насколько увеличилась сила, мне сложно судить, потому что это все-таки догадки, но она увеличилась там в сотни крат. И сказать, что это были инопланетные существа, нет. Это были люди, которые обладали вот такой ситхой, которая могла увеличить их и в размере, и в силе, и в выносливости, и во всем. Но, как мы уже сказали, для этого они использовали другие энергии, других людей. Как я ощущаю, эти люди действительно умирали после этого. Ну или, по крайней мере, теряли так сильную энергию, что умирали, если не непосредственно, то через какое-то короткое время. Но это были именно люди, да? Люди. То есть это были не атланты, к примеру, предыдущей цивилизации. Это были не атланты, это были именно те люди, которые использовали вот эту ситху сверхсилы. Они менялись в размере, насколько это было длительным процессом, и насколько он был продолжительным, тоже непонятно, я не знаю. Становились ли они, приобретали они обратно свои первоначальные размеры или оставались такими навсегда. Но это то, что я четко вижу, то, что мне четко вот приходит видение, что эти люди были практически в 2 раза больше. Ну что ж, друзья мои, Египет древний, он как был загадочный, так, наверное, и останется на очень долгое, по крайней мере, очень долгое время. Сегодня мы постарались ответить на некоторые вопросы, удалось нам это или не удалось решать вам, нашим зрителям. Эрнст, вам огромная благодарность, что вы посмотрели, что вы поделились своими знаниями, своими навыками. Друзья, если вам понравилось видео, лайк, подписка, все как обычно, все стандартно. Друзья, я вынужден попросить прощения у тех людей, кто верил в существование каких-то инопланетных сил при строительстве. Но если вы будете изучать историю Древнего Египта, вы увидите на фресках, вы увидите на всех изображениях людей действительно в 2 раза больше основной массы людей. И вот это то, о чем я говорю. Поэтому я надеюсь, что вам сегодняшний выпуск был довольно интересен, и вы подчеркнули много нового. Не забывайте подписываться на нас, не забывайте нас смотреть. Мы работаем для вас. Благодарю за ваше внимание.